Трамп в Айове в окружении самых преданных сторонников анонсировал крах режима на Кубе и опять пригрозил ударом по Ирану. Ученые-атомщики перевели стрелки часов судного дня. Теперь они ближе всего к глобальной катастрофе с конца Второй мировой. Индия и Евросоюз в предвкушении триллионных прибылей. Торговая сделка века переплюнула все сделки Трампа сразу. Зеленский готов встретиться лично с Путиным, а против Лукашенко Украина готовит уголовное дело. Громкие заявления министра иностранных дел Украины. Мир отметил День памяти жертв Холокоста, а в Тель-Авиве остановили часы на площади заложников. Война официально окончена. Трамп сдает назад в Миннесоте и подключил самую тяжелую артиллерию. С призывом к единству выступила Мелания Трамп. Мухоморы и шелк. В Париже прошел показ новой коллекции модного дома Шанель. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Дональд Трамп отправился в Айову, едва ли не главный сельскохозяйственный штат страны, который называют кукурузным и продовольственным центром мира. А еще это мировой центр трампизма. Здесь практически везде побеждают республиканцы, и именно здесь Трамп начинал свою избирательную кампанию. Прежде чем встретиться с поклонниками, Трамп заехал в один из местных ресторанчиков, где публика собиралась смотреть его выступление по телевизору. И он публику не разочаровал. Сообщил, что трампистская Айова живет гораздо богаче соседней сплошь демократической Миннесоты, похвалил себя и свою команду за массовые депортации и анонсировал крах коммунистического режима на Кубе. Ну, посмотрим, что будет с Кубой. В этой комнате вообще есть хоть кто-нибудь, кому интересна Куба. Не так уж много людей. Это не кубинская аудитория, но ничего страшного. Их полно в других местах, особенно в Майами. А Куба довольно скоро потерпит крах. Куба — это страна, которая очень близка к провалу. Раньше они получали деньги из Венесуэлы. Нефть тоже из Венесуэлы. Сейчас они этого больше не получают. В преимущественно сельской Айове обеспокоенность доступностью жизни сочетается с нарастающей тревогой из-за низких цен на сельхозпродукцию и высоких затрат на удобрения, сельскохозяйственную технику и другие ресурсы. Эти опасения вместе с неопределенностью вокруг политики Трампа в сфере биотоплива и торговли с Китаем грозят подорвать его поддержку по всему аграрному поясу США. Айова – крупнейший в стране производитель кукурузы, свинины и этанола. Встреча со сторонниками проходила под большим плакатом с лозунгом «Цены ниже, зарплаты выше» и отметилась скандалом, когда Трамп рассказывал, как будет давить на страны мира с помощью тарифов, а толпа восторженно скандировала США. Из зала вывели одного из участников встречи. Почему, не объясняется, но у Трампа есть версия, которую он озвучил тут же с трибуны. Вы же понимаете, что это оплаченные агитаторы? Им платят. Им платят деньги? Вы вообще видели их плакаты? Раньше протесты были такие. Какие-то парни в подвале сами рисовали плакаты. А это все сплошь оплаченные агитаторы. Вот кто они такие? Им платят за то, чтобы они выходили, и они даже не понимают за что. Когда у них берут интервью и спрашивают, почему вы здесь? Не знаю. Они понятия не имеют. Это оплаченные мятежники. А в некоторых случаях просто больные люди. А потом президент США перешел к еще одной острой теме – Ирану. И сообщил важную новость. Он стягивает в район Персидского залива все больше военной силы. А в июне мы уничтожили ядерный потенциал Ирана в рамках операции Midnight Hammer. Вы это видели? Люди ждали этого 22 года. И мы были буквально в самом конце. Им оставался примерно месяц до создания ядерного оружия. Мы должны были это сделать. И, кстати, еще одна красивая армада прямо сейчас красиво движется в сторону Ирана. Так что посмотрим. Я надеюсь, они пойдут на сделку. Я надеюсь, они заключат сделку. Им следовало сделать это еще в первый раз. Стрелки часов судного дня снова сдвинулись вперед. Сейчас они показывают 23 часа 58 минут 35 секунд. До символической ядерной полуночи осталось всего 85 секунд. Никогда ранее человечество не подходило так близко к полуночи. Ранее часы показывали 23 часа 58 минут 31 секунду. Часы судного дня – проект журнала «Бюллетень ученых-атомщиков», который существует с 1947 года. Решение о том, передвигать стрелки или оставить их на месте – ежегодно принимает совет директоров журнала совместно с учеными и экспертами. Первоначально часы были установлены на 23 часа 53 минуты. Наибольшее удаление от полуночи – 23 часа 43 минуты – зафиксировано в 1991 году после развала Советского Союза и окончания Холодной войны.
Риски, с которыми мы сталкиваемся из-за ядерного оружия, изменения климата и прорывных технологий, постоянно растут. Каждая секунда на счету, и у нас заканчивается время. Это горькая правда, но такова наша реальность. Сейчас до полуночи на часах судного дня 85 секунд. Это самое близкое расстояние за всю историю наблюдений. В прошлом году мы предупреждали, что мир опасно близок к катастрофе, и что странам необходимо изменить курс в сторону международного сотрудничества и действий по наиболее критическим экзистенциальным рискам. К сожалению, произошло обратное. Вместо того, чтобы прислушаться к этому предупреждению, крупные страны стали еще более агрессивными, враждебными и националистическими. Последний оставшийся договор, регулирующий запасы ядерного оружия между США и Россией, истекает на следующей неделе. Впервые за более чем полвека ничто не помешает вышедшей из-под контроля гонке ядерных вооружений. Европейский Союз и Индия объявили о заключении исторического торгового соглашения после почти 20-летних переговоров. Новый договор откроет свободную торговлю товарами между 27 странами ЕС и Индией, создавая рынок почти из 2 миллиардов человек и совокупной долей в мировом ВВП около 25%. Суть сделки – резкое снижение пошлин почти на весь товарооборот между Индией и Евросоюзом. Брюссель и Нью-Дели прямо говорят, цель – нарастить взаимную торговлю и меньше зависеть от США на фоне нарастающих торговых войн. При этом самые чувствительные позиции – сельское хозяйство, включая мясо, молочные продукты, рис и сахар, в соглашение не вошли. Евросоюз отменит или сократит тарифы на 96% товаров по стоимости, а Индия почти на весь импорт из Европы в течение 7 лет. Для европейских компаний это означает экономию в миллиарды евро и рост экспорта в Индию уже в ближайшие годы. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала соглашение матерью всех сделок. Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал его историческим. Соглашение предусматривает поэтапное снижение тарифов на химикаты, машины, электрооборудование, самолеты и космические технологии. Пошлины на автомобили снизятся с 110% до 10% в рамках квоты в 250 тысяч машин. При этом чувствительные сельскохозяйственные отрасли, включая молоко, зерно и птицу, остались вне сделки. Торговое партнерство заключено на фоне давления США и протекционистских угроз, введенных президентом Трампом в прошлом году. Фон дер Ляйен подчеркнула, соглашение – сигнал того, что сотрудничество лучше тарифов, а Кошта добавил, что сделка показывает веру ЕС и Индии в торговые соглашения, а не в протекционизм. Официальное подписание ожидается после одобрения Европейским парламентом и Советом. Параллельно ведутся переговоры по безопасности, обороне и климату, включая киберзащиту и морскую безопасность. Нью-Дели рассчитывает, что торговое соглашение с Евросоюзом вступит в силу уже к концу 2026 года. Формально сделка еще должна пройти юридическую проверку. В ЕС этот процесс может затянуться, как уже было с соглашением с Меркосуром. Но политический сигнал ясен. Европа и Индия ускоряют сближение на фоне давления со стороны США и новой глобальной торговой турбулентности. Это замечательное соглашение. Как мы сегодня обсуждали, оно будет в ускоренном порядке направлено на юридическую вычетку и одновременно переведено на 24 языка. Мы очень надеемся, что сможем отпраздновать вступление соглашения в силу уже в течение 2026 календарного года. Это два разных вопроса. Отношения Индии с Россией и с Европейским Союзом, каждый из которых развивается самостоятельно. Что касается Украины, да, этот вопрос сегодня обсуждался на уровне лидеров. Европейские лидеры поделились своими взглядами и озабоченностями в связи с продолжающимся конфликтом. А премьер-министр Нарендра Моди сообщил им, что находится в тесном контакте с лидерами обеих сторон, как России, так и Украины. Позиция Индии здесь всегда была предельно ясной. Мы выступаем за переговорное решение между сторонами, непосредственно вовлеченными в этот конфликт. Предприниматели из ключевых производственных секторов Индии высоко оценили новое соглашение с Европейским Союзом, ожидая роста экспорта в ближайшие годы. Это станет важной вехой для Индии. Благодаря этому торговому соглашению наш экспорт увеличится. Можете себе представить, во сколько раз увеличится наш экспорт, который до марта 2025 года составлял 136 миллиардов долларов США. Экспорт машин, драгоценных камней, кожи, химической продукции благодаря этому соглашению.
Соглашение о свободной торговле с ЕС принесет огромную пользу, особенно если говорить о текстильном секторе. Мы увидим рост торговли как минимум на 5-10% в год. В течение следующих 5-7 лет Индия получит миллиарды долларов. По сути, это, пожалуй, на данный момент крупнейшая сделка, которую заключила Индия. Вероятно, это поможет Индии укрепить свои позиции в таких областях, как текстильная промышленность, где другие страны, подобные нам, вели гораздо больший бизнес. Морская промышленность, кожевенное производство, ремесла и многие другие области, где у нас есть трудоемкие виды деятельности, но мы не были столь конкурентоспособны. Глава немецкого института экономических исследований в Галле Райнгроп назвал торговое соглашение между Евросоюзом и Индией очень важным шагом в правильном направлении. Для Германии это шанс частично решить проблему нехватки квалифицированных кадров на фоне старения населения. Для Евросоюза в целом доступ к огромному рынку с населением более 1,4 миллиарда человек. Я считаю, что это важный шаг в правильном направлении. Нам необходимо компенсировать проблемы в торговле, которые у нас есть с США. Индия – важный рынок, это 1 400 000 000 жителей. Она может стать интересным и важным источником редкоземельных элементов и других видов сырья. Поэтому, на мой взгляд, это действительно очень важный шаг в правильном направлении, крайне своевременный, особенно на фоне проблем, с которыми мы сталкиваемся в других регионах мира. Мы можем выиграть за счет притока квалифицированной рабочей силы в Германию. Это было бы особенно важно в контексте демографических изменений в стране. Кроме того, это просто огромный рынок, 1 400 000 000 человек, и я думаю, что мы можем этим воспользоваться. В этом смысле Индия похожа на Китай. Это быстро растущая экономика, и, на мой взгляд, потенциал здесь очень велик для обеих сторон. В конечном счете, влияние американских тарифов относительно невелико, возможно, даже меньше, чем мы думаем. И в этом смысле хорошие торговые соглашения с Индией или странами Южной Америки, на мой взгляд, могут более чем компенсировать те проблемы, с которыми мы столкнемся в отношениях с США. Африка может быть очень интересна с точки зрения сырьевых ресурсов, редкоземельных элементов, а также, разумеется, производство электроэнергии с использованием солнечной энергии в Сахаре. Это огромная и крайне интересная тема. Так что существует множество направлений, где, на мой взгляд, мы должны воспользоваться возможностью, и где они тоже захотят ею воспользоваться, учитывая, что США в последнее время стали крайне сложным партнером. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по завершению вторжения России в Украину дают очень хорошие результаты. Он не уточнил детали, но высказался оптимистично, выходя из Белого дома перед поездкой в Айову. Мы наблюдаем за тем, как происходят очень хорошие события в отношении Украины и России. Очень хорошие события происходят в отношении Украины и России. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью изданию «Европейская правда» сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с Путиным. На повестке два ключевых вопроса – статус территорий и безопасность Запорожской АЭС. Именно эти темы остаются самыми чувствительными и пока не согласованы в ходе мирного процесса. Переговоры очень сложные. Но мы можем констатировать качественное изменение состава российской делегации. Это другие люди, и там уже не было этих псевдоисторических лекций. Разговоры были очень сфокусированы. Отдельный трек – переговоры между представителями военного блока, как военной разведки, так и генерального штаба. Были предметные разговоры относительно параметров прекращения огня или перемирия, порядка мониторинга и верификации перемирия, определения сроков, что каждая сторона вкладывает в тот или иной термин. Рассчитываем ли мы на подписание 20-пунктного мирного плана? Да, при условии, что он будет согласован. Потому что, как вы знаете, до сих пор остаются несогласованными наиболее чувствительные вопросы. Это, я так понимаю, вопросы территорий из АЭС? Да, эти два. Именно для их решения президент готов встретиться с Путиным и обсуждать это. Тем не менее, препятствием в мирном процессе по-прежнему остается Россия. Кроме того, Сибига сообщил, что Украина намерена привлечь Александра Лукашенко к ответственности за помощь России в войне и инициировать новые санкции против Беларуси. Ранее «Европейская правда» сообщала, что этот вопрос обсуждали Владимир Зеленский и Светлана Тихановская. Давайте определимся с терминологией. Кто такой Александр Лукашенко? Это так называемый президент. Украина, как и другие европейские страны, не признает его легитимно избранным президентом Беларуси. Сейчас Беларусь превратилась в генерал-губернаторство. Лукашенко не является самостоятельным игроком, и, к сожалению, от этого страдает весь белорусский народ. В то же время режим Лукашенко и он лично должны понести ответственность за свое соучастие в российской агрессии. Для этого есть все юридические основания.
Россияне атаковали пассажирский поезд ЧОП Харьков-Барвенково с помощью беспилотников. Погибли 5 человек, сообщили в областной прокуратуре. По данным ведомства, произошло 2 попадания. Одно рядом с поездом, второе в вагон, что привело к пожару. В поезде находилось более 155 пассажиров. Всі в ліс пішли поховалися. І лягайте на землю, не треба що дивитися. На данный момент известно о 3 погибших. Также мужчина и женщина обратились за медицинской помощью, отметили в прокуратуре. В ведомстве уточнили, что россияне использовали 3 ударных беспилотника, предположительно типа «Герань-2». Вот как отреагировал на удар президент Украины Владимир Зеленский. Ударными дронами Россия сегодня атаковала пассажирский поезд на Харьковщине. В любой стране удар дронов по гражданскому поезду рассматривался бы однозначно, исключительно как терроризм. В этом не было бы никаких сомнений ни в Европе, ни в Америке, ни в арабском мире, ни в Китае, ни где-либо еще. Нет и не может быть никакой военной цели в уничтожении гражданских людей в вагоне поезда. В частности, в этом поезде находилось более 200 человек, а в вагоне, в который попал один из российских дронов, было 18 человек. В целом от этой атаки 3 дронами на данный момент известно о 4 погибших. Мои соболезнования всем родственникам и близким. Еще 4 людей ищут спасатели, 2 ранены. Россия должна отвечать за то, что она делает. И это означает ответственность не просто за удары по нашим людям, по нашей жизни, а за саму возможность наносить такие удары. Россияне значительно увеличили возможности убивать, возможности терроризировать. Они инвестируют в прогресс террора. И наша задача, а это то, что должно объединить всех нормальных людей мира, обеспечить прогресс защиты жизни. Это возможно благодаря давлению на Россию. Это возможно благодаря наказанию России за то, что она делает. Это возможно благодаря поддержке Украины. Спасибо всем, кто не молчит, когда видит, что делают российские террористы. Российская армия атаковала объект критической инфраструктуры группы «Нафтогаз» во Львовской области. Технологические процессы на предприятии были немедленно остановлены. В результате удара возник пожар, на месте работают спасатели ГСЧС. Речь идет об объекте в городе Броды, связанном с нефтепроводом «Дружба», который продолжает транспортировку российской нефти в Венгрию и Словакию. Ранее подобных атак на «Дружбу» в Украине не фиксировали. Для безопасности людей и чтобы не допустить загрязнения окружающей среды, мы остановили все процессы, сообщил глава правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Действия по ликвидации последствий координируются с местной властью и службами. Это уже 15-й целенаправленный удар по объектам группы «Нафтогаз» с начала месяца. Компания продолжает работать, сосредоточив усилия на безопасности персонала и поддержании стабильности работы энергосистемы. Словакия оспорит в суде решение Евросоюза о запрете российского газа, заявил премьер Роберт Фицо. ЕС утвердил запрет к концу 2027 года, несмотря на возражения Словакии и Венгрии. Роберт Фицо предупреждает, что остановка транзита может стоить стране до 500 миллионов евро в год и критикует планы ЕС. За совершение, я бы сказал, такого энергетического самоубийства со стороны Европейского Союза. И за это глупое идеологическое решение мы все дорого заплатим. Мы убеждены, дамы и господа, что это обычная санкция. А в случае санкций требуется единогласие. Но комиссия знала, что если бы потребовалось единогласие, то такая глупость не прошла бы, потому что было бы несколько стран, которые либо были бы против, либо хотя бы воздержались бы от голосования. Поэтому они обошли этот принцип. И это постановление было принято квалифицированным большинством, что мы считаем нарушением базовых принципов основных договоров, на которых строится Европейский Союз. Правительство Словацкой Республики в данной ситуации решило использовать все имеющиеся у него средства, и поэтому мы решили и обсудили это дважды в правительстве Словацкой Республики, что подадим иск против этого постановления в суд Европейского Союза в Люксембурге. Когда война закончится, все будут ломать ноги, бегая в Российскую Федерацию. Вы ведете бизнес как обычно, то есть бизнес как обычный бизнес. Мир отметил День памяти жертв Холокоста. В этот день, в 1945 году, советскими войсками были освобождены последние узники Аушвица. В годы Второй мировой войны нацисты убили около 6 миллионов евреев, включая 1,5 миллиона с территории современной Украины. Одним из мест массовых убийств стал Бабий Яр в Киеве. Только в конце сентября 1941 года здесь расстреляли более 33 тысяч евреев, а всего за 1941-1943 годы погибли до 100 тысяч человек. В Киеве памятная церемония прошла у миноры, установленной в Бабьем Яру. Если мы не будем собираться, не будем вспоминать жертв,
прежде всего жертв еврейского народа во время Холокоста, во время Бабьего Яра. Если мы этого не будем делать, то у фашизма появится возможность родиться снова и воевать против человечества, самого главного, против жизни. В Берлине прошла церемония возложения венков на мемориале Холокоста. Министр внутренних дел Александр Добринт вместе с главой Центрального совета евреев Йозефом Шустером и австрийским комиссаром ЕС Маркусом Брунером почтили память жертв нацистского режима. Мемориал состоит из 2711 бетонных стел разной высоты с наклонным полом и узкими коридорами, создающими эффект лабиринта. Это символизирует страх и отчаяние европейских евреев во время Холокоста. В ООН в День памяти жертв Холокоста в зале Генеральной Ассамблеи с трибуны говорили те, кто выжил, пройдя сквозь ад нацистских концлагерей. Это та самая желтая звезда, которую меня заставляли носить. Это был еще один способ унизить нас, изолировать нас и отделить от остального общества. Каждый из нас должен делать все возможное, чтобы предотвратить повторение такой ненависти, такого разрушения и такого террора. И мы можем начать с того, чтобы проявлять любовь, уважение и сострадание друг к другу, независимо от религиозных убеждений, цвета кожи или национального происхождения. Я пришла сегодня сюда с протянутой рукой в призыве к миру в нашем мире, чтобы сердца могли открыться для распространения любви. Давайте будем едины. Давайте любить друг друга. Пусть у нас будет хорошая и осмысленная жизнь в этом мире. И пусть мы будем жить радостной и доброй жизнью для молодого поколения, которое однажды займет наше место. Память — это больше, чем уважение к прошлому. Это долг и обещание защищать достоинство, охранять уязвимых и помнить о тех, чьи имена и истории мы отказываемся забывать. Холокост, в конце концов, это не только история. Это предупреждение о том, что ненависть, однажды выпущенная на свободу, может поглотить все. Сегодня одной памяти недостаточно, потому что пока мы помним, по евреям наносят удары. Пока мы говорим, ненависть распространяется. Слова, лозунги и заявления не смогли остановить насилие. Я стою перед вами, как посол Израиля, чтобы бить тревогу. Время разговоров прошло. Время действовать прямо сейчас. Холокост — это недалекая история. Это тревожное живое предупреждение против попыток возродить эту экзистенциальную угрозу человечеству. Варварство 7 октября напоминает нам, как быстро ненависть может вылиться в массовое убийство. Это будущее зависит от наших сегодняшних решений, и в этот скорбный день давайте почтим жертв решительными действиями. На площади заложников перед музеем Тель-Авива состоялась церемония остановки часов, отсчитывавших дни, часы, минуты и секунды с момента нападения боевиков террористической организации «Хамас» на Израиль. Часы остановлены после того, как из сектора Газы были возвращены останки последнего заложника — Рана Гвили. 7 октября, самый длинный день в нашей жизни, закончился. Эти часы здесь, на площади, отсчитывавшие секунды, минуты, часы, дни и 2 года страха и тревоги, мощно напоминают нам, что каждая секунда в аду — это вечность. Эти часы остановились. Вчера, спустя 843 дня после того, как он был тяжело ранен и похищен, солдаты Цахал вернули в Израиль героя Израиля, Рана Гвили, бойца ЕСАМ, который отправился в бой раненым, со сломанным плечом. Сражался бок о бок со своими товарищами у ворот кибуца Аланим и спасал жизнь. И мы все вместе вернули его домой, на землю, которую он любил и за которую боролся до последнего вздоха. В Израиле это воспринимают как важный момент национального исцеления. Нападение Хамас стало самой кровопролитной атакой на евреев со времен Холокоста и одним из самых травматичных событий в истории страны. Со вчерашнего дня я чувствую огромное облегчение. Мы здесь в тот день, о котором молились с 7 октября, 844 дня, часы шли, считая каждый день, каждую минуту, каждую секунду, с тех пор, как наш мир остановился 7 октября. Мы никогда не представляли, что часы дойдут до 3-значной цифры. Слава Богу, мы, наконец, можем перестать считать. Миссия семейного форума выполнена, мы никогда не забудем 7 октября. Сейчас настало время восстанавливать. Народ Израиля жив. Это также завершает ключевой этап первоначального плана президента США Дональда Трампа по окончанию войны. Следующий этап, объявленный Вашингтоном ранее в этом месяце,
включает открытие пограничного перехода Рафа между Газой и Египтом. Президент США Дональд Трамп в понедельник вечером провел почти 2 часа в овальном кабинете с министром внутренней безопасности Кристи Ноэм и ее помощником Кори Левандовски. Встреча состоялась на фоне критики администрации после того, как федеральные агенты за выходные убили второго жителя Миннеаполиса. По данным источников The New York Times, Трамп не ставил под вопрос должности Ноэм и Левандовски. Однако ясно, что президент обеспокоен двусторонней критикой действий властей после гибели Алекса Претти. Мы немного деэскалируем ситуацию. Но скажу вам так. Если посмотреть на цифры, у них дела идут лучше, чем за многие годы. Хотя мне очень не нравится тот факт, что он носил при себе полностью заряженное оружие, и у него было 2 магазина. Это довольно необычно. Но никто не знает, когда они увидели оружие, как они его увидели, и что именно произошло. В конечном счете, это было ужасно. Оба эпизода были ужасными. И другой тоже был ужасным. Я не уверен насчет его родителей, но знаю, что ее родители были большими сторонниками Трампа. Мне от этого тяжело. В общем, можно сказать, что все было даже хуже. Знаете, Бовина очень хороший, но он довольно отбитый парень, скажем так. И в некоторых случаях это даже хорошо. Но, возможно, здесь это было не к месту. Но вы должны понимать, когда я смотрю на некоторых людей, за которыми наблюдаю последние недели, это проплаченные мятежники. Это оплаченные провокаторы. Это ненормальные люди, как обычные, понимаете? Их бесит вообще все подряд. Потому что у нас был очень разумный разговор. Очень хороший разговор. Если верить содержанию разговора, он хотел бы поскорее покончить со всей этой историей. Первая леди Мелания Трамп призвала американцев к единству и мирным протестам на фоне продолжающегося кризиса, вызванного действиями миграционной службы по указу президента Дональда Трампа, которые привели к гибели 2 граждан США в Миннеаполисе. Каково ваше послание Америке в отношении объединения обеих сторон? Нам нужно объединиться. Я призываю к единству. Я знаю, что мой муж, президент, вчера отлично поговорил с губернатором и мэром, и они работают вместе, чтобы сделать все мирно и без беспорядков. Я против насилия, поэтому, пожалуйста, если вы протестуете, протестуйте мирно, и нам нужно объединиться в эти времена. Новый дизайнер Шанель Матьё Бласи показал свою первую коллекцию высокой моды в парижском Гран-Пале. Показ превратился в фантазию на тему природы. В зале выросли гигантские мухоморы и розовые шампиньоны, кусты и ивы, а на подиуме появились почти невесомые шелка, прозрачные, цветные, будто парящие в воздухе. В коллекции много перьев, образов птиц, изображений павлинов, сложных тканей с переливами цветов. Прозрачность стала главной темой показа, вплоть до воздушных джинсов из тончайшего материала, которые сочетались с яркими удлиненными топами. Классические жакеты Шанель Блази тоже переосмыслил. Строгие силуэты он соединил с юбками, украшенными роскошными боа.